Хакодате. И мы идем вот на эту башню смотреть на парк Звездочку. Парк называется Горюкаку. Вот, в общем, welcome to Горюкаку Тауа. Вот она здоровая такая. Вот она вот звездой сделана, и точно так же парк расположен в форме звезды. Так, вот мы зашли, здесь такой сувенирный магазин сразу. Здесь фотографии, как он выглядит весной, ночью, это осенью и летом. Ну, здесь разные продаются сувенирчики. И представлено по Японии, где и какие башни находятся. Вон Токио Тава, вот 131 метр. Вот это вот Горюкаку. Она была построена в 2006-м, 107 метров. Ну, уши должны закладывать. Так, пошли. Купила билетики? Вон там покупать билетики. Ладно, пошли, мы сюда заходим. Вот такой стеклянный пол. Мы вышли из лифта. Вот такая башня. На 360 вот можно посмотреть город сверху. Остров Хоккайдо, как, впрочем, и маленький островок Окинава, имеет репутацию не совсем Японии, что и по сей день заметно отражается на местном населении, социальной культуре и ландшафте. История его освоения глубоко уходит в прошлое и подтверждает тот самый факт, что сейчас эта территория могла бы и не входить в состав японских островов. Взять, например, хотя бы Горюкаку. На первый взгляд кажется, что это тихое и спокойное место с необычно красивым и ухоженным парком в форме звезды и новенькой отстроенной 107-метровой башней, из которой во все сезоны открываются потрясающе шикарные виды на парк. Но на самом деле это не так. Именно здесь, в 1868 году, разразилась та самая гражданская война Босин между остатками армии сёгуната Токугава и армиями сформировавшегося имперского правительства, состоящего из сил южных княжеств Тёсю и Сацума. Установление власти династии Токугава в 1600 году объединило Японию и почти полностью изолировало ее от остального мира. 2,5 столетия японцы вообще не вели войн и пребывали в самоизоляции. Единственной связующей ниточкой с внешним миром для застывшей в средневековье Японии были Нидерланды. Голландская торговая миссия, сохранив жесткий нейтралитет, информировала правительство сёгуната о событиях в мире. Соответственно, власти самурайских сословий прекрасно осознавали, что в своем текущем положении Япония не способна ничего противопоставить ни внешней промышленности, ни технологической. И именно по этой причине под давлением прибывших черных кораблей коммодора Пери, настоятельно принуждавшего к дружбе с США, сёгунат Токугава проявил сговорчивость и неохотно открыл страну. Но неравноправное заключение договора с Америкой значительная часть населения во главе с оппозиционными южными княжествами расценила как свидетельство полной несостоятельности власти Бакуфу. Агрессию подогрело следом подписанное Ансейское соглашение, вызвавшее поджоги домов сёгунских чиновников и купцов, торговавших с иностранцами, которые вскоре переросли в ряд убийств европейцев. Вследствие всего происходящего в 1862 году оппозиция, сплотившаяся как раз вокруг императора, перешла к более масштабным действиям. В
январе 1868 года мятежники южных княжеств Тёсю, Сацума, Сага и Тоуса захватили молодого императора Муцухито в императорском дворце Киото и вынудили его издать эдикт об упразднении сёгуната Токугава. Скоренько составленный указ о реставрации императорского правления гласил об отмене всех занимаемых должностей сёгунов и системы управления сёгуната в целом. Преемник и последний оставшийся сёгун Токугава Йосинобу, сложивший свои полномочия главы военного правительства, лишился всех званий и был объявлен врагом двора, а земли клана Токугава подлежали конфискации в пользу нового режима. Дабы страна не погрузилась еще больше в пучину гражданской войны, он остановил боевые действия и попытался договориться с оппозицией, но его усилия свелись к нулю. Не придя к компромиссам, сёгун объявил, что императорская декларация незаконна, и между двумя сторонами разразилась гражданская война. Строительство форта Горюкаку началось в июле 1854 года после подписания Канагавского договора с целью отражения угрозы вторжения российских кораблей на японские острова. Крепость формировалась под руководством Такеда Наруаки, выходца из княжества Одзу, самостоятельно изучившего все тонкости инженерии фортификационных сооружений по голландским книгам. Кстати, и история строительства форта, и война в крепости Горюкаку наглядно показана на аккуратно пронумерованной кукольной анимации смотровой площадки башни. Форт в форме пятиугольной звезды, возведенный по принципу европейских бастионных укреплений, позволял размещать на высоких стенах большой объем орудий, что существенно снижало количество слепых зон, недоступных для огня артиллерии. На юго-западе крепости располагался треугольный равелин. Стены окружал ров с водой, укрепленный валом. На территории крепости насчитывалось более 30 служебных помещений и наблюдательная башня. Горюкаку строился ровно 10 лет. После поражения в битве при Тобо-Фусими последние силы повстанцев под командованием Эномото Такеаки бежали на север и, захватив остров, образовали в нем республику Эдзо. Исполнительная власть нового государства выстроилась по прототипу североамериканских США во главе с избранным президентом Эномото Такеаки, военным министром Отури Кейсуки и Жюля Брюне в должности заместителя главнокомандующего. Также 4 французских подчиненных, поделив войска, возглавили 4 армейские бригады, состоящие из подразделений, которыми уже в свою очередь управляли японцы. Такое смешанное японо-иностранное руководство в новообразовавшемся государстве военной организацией для того времени было первым и уникальным политическим экспериментом на японском Диком Западе. Стремительно развивающиеся дипломатические отношения, через которые власти республики пытались добиться международного признания, дали возможность ряду держав не только открыто размещать свои миссии в городе Хакодате, но и согласие стран Британии и Франции признать Эдзо при условии, если ее утвердит новое императорское правительство, чего, конечно же, после длительных переговоров не произошло. В битве при Хакодате Франция была активно вовлечена в дела Японии. Войска самурайской республики Эдзо сформировались под гибридным франко-японским руководством с главнокомандующим Отури Кейсуки, которого поддержал Жюль Брюне. 2 бывших офицера французского флота Эжен Колаш и Анри Николь, присоединившиеся к республиканцам, были назначены ответственными за реорганизацию флота и за строительство укреплений вдоль вулканических гор вокруг Хакодате. Нифига себе!
4 апреля 1869 года императорские войска в составе 5 боевых кораблей, основным из которых являлся броненосец Котецу, и 3 транспортов с 7 тысячами личного состава, высадились на острове и заняли различные боевые позиции. Стоит отметить, что изначально бронированный корабль Котецу, заказанный американцами и построенный во Франции, впоследствии был выкуплен сёгунатом, но после поражения в битве при Тобафусиме сёгунат исчез, а прибывший к тому моменту Котецу, естественно, отошел новому императорскому правительству. Соответственно, шансов на выживание у деревянных кораблей адмирала Энамото против бронированного железа было мало, и первое крупное поражение у залива Хакодате стало тому наглядным примером. Победить Котецу в открытом морском бою не было никакой возможности, следовательно, продвинувшийся под прикрытием тяжелой корабельной артиллерии императорский флот потопил оставшиеся республиканские корабли и принялся методично стирать с лица земли укрепления форта. Ожесточенная осада крепости длилась около 2 месяцев, но и тут верх взяло железо. Императорские пулеметы Гатлинга и пушки Армстронга сделали свое дело, бездушно покрошив остатки эдзовских солдат. А 20 июня от случайной пули погиб Хидеката Тосидзо, душа обороны и последний командир отряда Синсенгуми. Смерть соратника и бессмысленность дальнейшего сопротивления привели к тому, что 27 июня 1869 года адмирал Энамото Такеаки и главнокомандующий Отури Кейсуки приказали остаткам войск капитулировать. В тот же день республика Эдзо официально прекратила свое существование. На этом кровавая резня Горюкаку но Татакай завершилась. После победы императорское правительство отказалось от политики изоляции от Запада и направило свои усилия на модернизацию и вестернизацию Японии. 15 августа 1869 года бывшую республику Эдзо переименовали в Хоккайдо, и в том же году на острове было основано губернаторство. Многие из бывших лидеров сёгуната были помилованы и заняли правительственные посты, в том числе и Энамото Такеаки. Бывший сёгун Йосинобу сначала был помещен под домашний арест, но в 1872 году его освободили и возвратили часть привилегий, а в 1902 году его удостоили титула герцога, однако после ликвидации сёгуната он утратил интерес к политике и полностью ушел от участия в общественной жизни. После реставрации Мэйдзи была создана комиссия по колонизации Хоккайдо, что способствовало притоку новых колонистов и освоению острова. Районы, расположенные ближе к основным японским островам, осваивались крестьянами, ремесленниками, обедневшими самураями и племенными жителями айну. Отдаленные земли служили местом ссылки по образцу Российской Сибири или Британской Австралии. Официально японизация Хоккайдо была завершена в середине 20 века. Слушай, как тут классно, пушка такая, да? Уже сейчас время 5 часов. Конечно, мы тут все не успеем осмотреть. Но днем, конечно же, здесь красиво. Но вечером тоже вот подсветочка, пожалуйста, фонарики включают. Тоже симпатичненько. Плохо, что тут возле этого парка нету парковки. Вот, единственно, конечно. Единственный минус. О, вот как красиво она смотрится. Вот. Башня. Туда, в принципе, можно зайти, но уже как бы времени нету. Вон туалет такой.